Hey, yo, what's up, guys? Всем привет, всем здравствуйте. С вами, как всегда, я, Леха Hardplay. И продолжение This is the Police. Игра, которая вам очень зашла, которую я решил пройти взахлеб, так же, в принципе, как и серии по Dark Souls Remastered. Напоминаю всем, ребята, чтобы узнавать самые вот такие новости, свежие. Вот вам чат передает он на Вазде привет. Стримлю, да, я на платформе Васт. Ссылка внизу в описании. Переходите, добавляйте в избранное, и отлично приходит уведомление. Будьте участниками наших стримов. Расписание стримов есть в телеграм-канале Hard Insight. Ссылочка есть снизу в описании. Переходите. Буду рад также вас видеть. Рекламы нигде нет, так что милости прошу. Ну что ж, This is Police. Давайте доживем до пенсии. Поехали. Так, 71 день. Что ж, у нас с вами нарисовался дантист некий. А это значит, что мы сейчас будем более внимательными. Перси, в школе, в которой я учился, моя дочь, случился пожар. Нет, Перси, надо работать. Лычки. Ребята, кто-то когда-то, наверное, сомневается в том, что, знаете, кому же ты дашь лычку? Ребята, здесь вне сомнений я бы дал Перси, но, как вы видите, он повышен уже до генерала, понимаете, я не знаю, там, да, уже просто уже до небес. Здесь, ребята, в принципе, у меня расследуют все замечательно и прекрасно, а вот повысить вот нашего вот этого товарища, я думаю, стоит. Все-таки 775 уже у него опыта. Это самый опытный наш сотрудник. Поэтому 825. Молодой, перспективный, ну и плюс он нам информацию сливает по отделу. Поехали. Такс. Да, кстати, не забудь лайк прямо сейчас поставить, ну и подписаться на канал, ребят. Кто хочет меня поддержать и там не хочет никуда переходить, еще что-то, просто лайкос и подписка и колокольчик. Давайте посмотрим, сколько у нас за серию подпишется, даже интересно стало. Такс. В предыдущих сериях, да, у нас ушли ребята. Было такое дело. Прокатила прибавка, слот для детектива. Да, почему бы и нет? Да, наверное. Да. И смена Б. Пойдешь в смену Б. Дедушку, да. Проявляем уважение к пожилым киберспортсменам. Слот для офицера нарисовывается, соответственно, попадает туда Том Рой. Вот в какую смену надо посмотреть. Знаете, смена неплохо закомплектована. Я думаю, в смену Б ты пойдешь. 21 уже сотрудник. Спецназ, ребята, спецназ там просто уже, я не знаю, там эффективность сейчас спецназ вообще просто бешеный. Ну что ж, серийное убийство, да? Раз. Два. И сразу же спецназ, потому что это очень жесткий тип. Поехали. Выезжаем, и рабочий день начался. Напоминаю, 71-й рабочий день. Покушение на убийство. Парк Desire. Девушка утверждает, что только что в парке за ней гнался маньяк-дантист. Нет, маньяк-дантист за тобой не гнался, милочка. Это просто за тобой шел, скорее всего, парень, который тебе понравился. Потому что если бы гнался именно этот маньяк, он бы тебя уже где-нибудь запаковал в какой-нибудь, например, черный пакет, либо еще куда-то. Так, новые кадры. Ну что ж, кадры с БДСМ-вечеринки. Напоминаю. Давайте-ка мы посерьезнее вот к этому делу отнесемся. Кстати, дедушка-то у нас с двумя лычечками, если что. Давайте-ка мы прям полностью вот так вот прям упоримся. Да. А я как Федерико Феллини. И, кстати, одну секундочку. Я здесь маленечко психанул. А ну-ка,
Давайте-ка мы сделаем вот так. Забыл я, ребят, про банды. Очень у нас интересная получается смена. Оп-оп-оп. Так, убийство. Буддийский храм. Неряшливого вида мужчина ворвался в храм и с криками «Получите, лысые миролюбивые ублюдки!» ранил 2 служителей. Очевидец, обратившийся в полицию, сразу же выбежал оттуда, но успел заметить, что кто-то открыл по налетчику ответный огонь. Тяжелые ребята, тяжелые, я думаю, отправить молодняк. Генерал Перси возглавляет, спецоперацию. Поэтому, как говорится, пост дал, пост принял. Выезжаем. Так. Задание выполнено. Конечно же, это фейк, оказывается. Поступил новый вызов. Подозрительный индивидуум, продавец, заметил странного мужчину возле витрины с дрелями. Он похож на того мужика, что в новостях зовут Дантист. По крайней мере, со спины. И он напевает какую-то дьявольскую песенку. Нет, Дантист так не будет действовать, поэтому никого мы туда отправлять не будем. Это очередной бред. Надо очень четко. Кстати, кто, ребята, помнит Перси, у которого было всего 5 единиц опыта, молодым помню его, знаете, еще с времен, вот помню, вот так вот говорю. У нас внештатная ситуация. О, буддийский храм. В центре храма лежат 2 раненых монаха. В углу стонет раненый пожилой мужчина, рядом с которым лежит пистолет. Возле монахов видны пятна, след которых уходит влево. В центре храма лежат 2 раненых монаха. В углу стонет пожилой мужчина, рядом с которым лежит пистолет. Видны пятна, которые уходят влево. Внутри небольшого помещения лежит неряшливо видно мужчина и бормочет что-то про Бога. Он ранен, а рядом с ним лежит разряженный пистолет. Отодвинуть оружие в сторону. Задание выполнено. Без лишних телодвижений преступник задержан. К сожалению, оружие не найдено. Ну ничего. Расследование, да, замечательно, великолепно. Продолжайте. Тем временем уже обеденное время. Все хорошо. Нет, разряженный пистолет. Опачки. В нашем ресторане буят какие-то пьяные отморозки. Да, без проблем. Офицер сейчас все уладит. Задание выполнено. Обычный студент набирал что-то из металлика, да. Привет, не печалься, все будет хорошо. Бубубушка. Наверное, так все-таки правильно читается. Спасибо. Когда смены, ребят, укомплектованы по фулу, конечно, это самый балдеж, это самый кайф. И, кстати, не пора ли нам отправить кого-нибудь на переобучение? А ну-ка, мои хорошие, давайте-ка мы из вас, из всех, да, наверное, офицеров сделаем. Нет, давайте парами отправлять. Погнали. Поступил новый вызов. Продажа наркотиков. Сторож с городской свалки стал свидетелем встреч 2 бандитских группировок, предположительно из Восточной Европы. Предводитель одной банды пробует из пакета белый порошок. Возможно, вброс, но в связи с тем, что у нас в принципе с вами позволяет состав, я думаю, что можно выехать. А если не вброс, а если стрельба, а если кто-нибудь погибнет, так что давайте-ка я, наверное... Давайте-ка я, наверное, отправлю побольше людей, потому что, возможно, что-то серьезное. Наступает вечер. Бандиты начали перестрелку, и пока что не обращают внимания на полицию. Некоторые из них ведут себя как безумцы и стреляют во все стороны. Приказать прекратить огонь.
Раненый бандит бежит к полиции. Одной рукой он зажимает рану, в другой у него пистолет, который он направляет на всех подряд. Парень явно не в себе, зрачки расширены. Задание выполнено. Электрошокер действует как часики. Перси 320. Но он солевой, да, скорее всего, какой-то был. Поступил новый вызов. Склад в порту. Ограбление склада. На складском помещении, которое числится неиспользованным, сработала сигнализация. Без проблем. Отправим, ребят. Прям фулл составом, потому что это уже смена моя... Ну как, эта половина приезжает, там может уехать. Поступил новый вызов. Так. Хранение краденого имущества. По наводке информатора стало известно, что в заброшенный дом в пригороде отгрузили крупную партию импортного алкоголя, который накануне украли из... Алкоголь можно будет загнать кому? Правильно, мафии. Оставим парочку на всякий случай. Может быть, позвонят с мэрии. Может быть, позвонят, а может быть и не позвонят. Объясните, как платно подписаться на вас. Рядом с сердечком добавить в избранное есть у нас платная подписка. Спасибо. Так, пока что мы копим улики. Помещение в фейк-вызов было заброшено. Просто. Фейк сработает с сигнализацией. Кстати, опа. А вот у этих уже посерьезнее заварушка. Отправляем еще 2 сотрудников. Будем надеяться, что все обойдется. Напоминаю, ребят, что если вы сделали неправильный выбор, то всю смену могут либо пострелять, либо взорвать. Короче, там уже в зависимости от ситуации. И в зависимости от того, насколько вы сильно лжанулись. Задание выполнено. Опа! Сюда элитный алкоголь. Хорошо. Хорошо. Итак. Пока что все в порядке. Пока что. 72-й день. 3-я жертва дантиста. Дантист убил секретаршу мэра. У меня почему-то ощущение, что дантистом будет просто этот мэр. Я прям почему-то уверен. Или мэр, или еще. Я слишком устал. Могу ли я пойти домой? Да, ну ты приходишь завтра. Сегодня бесплатный вход в музей. Сидим, спокойно сидим и никуда вообще не пукаем, в принципе. Начать день. На карту. Так, господа. Нужно немного поддать. Вот сюда, ребят. Ага, так, здесь уже 6 кадров собрали улик. Кстати, а как у нас дела идут с... Великолепно. Поехали. 72-й день. Убийца-садовник. Ну, оно так и будет, да. Незаконная предпринимательская деятельность. Владелец магазина электроники, та-та-та. Ну, короче, обычная бытовуха. Давайте отправим. Я вас помню, мои хорошие. Я вас помню. Это те, которые слили на любимого начальника информацию. Ай-яй-яй-яй-яй. Я 2 крысюков-то не забыл. Да. Я думаю, все их помнят. Поступил новый вызов. Кто, кстати, не помнит, из предыдущей серии можете посмотреть. В здание мэрии вошла женщина с тазиком, набрала в него горячей воды в туалете и начала мыть себе голову прямо возле приемной. Охранник позвонил в полицию и сообщил, что таким образом женщина протестует против того, чтобы в ее доме уже 2 месяца нет горячей воды
из-за аварии. У нас внештатная ситуация. Ага. Опачки. В гараже явно идет какая-то работа, создающая много шума. На стук никто не отвечает. Включить сирены, конечно. Опа, внутри несколько студентов сидят в завалах компьютерных плат и что-то паяют. Что здесь происходит? Задание выполнено. Поехали, ребята. Компьютеры, да, собираем. Видеокарточки перепродаем, да? Видеокарточки из 3090 делаем 1060 и наоборот, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Крипту дофармим, а в любимый полицейский участок не заносим. Так, женщина уехала. Кстати, вы заметили, что правило 8 из 10, то есть раскрывать 8 из 10 преступлений у нас не работает. У нас прям 10 из 10. А бывают, конечно, дни завалов, но в основном все предельно хорошо. Так, кстати, из этой смены я бы с превеликим удовольствием тоже отправил кого-нибудь на обучение. Например, тебя. Так. Одного давайте отправим. Биточек, но если бы я достал, я бы продал. Полдня, кстати, уже прошло. Наступает уже вечер. Маккой у нас 905. Очень жесткая смена. Угроза физическому здоровью. Так, здесь что-то серьезное. Прохожий заметил подозрительного рабочего, который орудует перфоратором в опасной близости от проезжающей части. У него каска надвинута на самые глаза. Ага. А это фейк. Выскочит на дорогу и перфоратором начнет сверлить автомобили. Продажа наркотиков. Кассир кинотеатра обратил внимание на подозрительный фургон, мимо которого периодически проходят люди и что-то покупают. Можно для проверочки, да, отправить наших двух бестолковых. Генерал Перси в другой смене. Но это будет лажей, ребят. Максимум, что сделают, это какой-нибудь псих там напрыгнет на автомобиль, если, ну, это... Я думаю, фэк. 90% что фэк, давайте посмотрим. Задание офицеры ждут дальнейших распоряжений. Секунду. Это мы подъехали к фургончику. Фургончик одиноко стоит возле кинотеатра и выглядит пустым. Наблюдать не надо подходить, а вдруг выстрелят. Внутри фургона кто-то начал двигаться. Задание выполнено. Решительные действия. Подбежать сразу. Don't move. Все, попались. В петушатню. Рабочий монтировал дорогу, и никому никто не угрожал. Раскрыто, ёпта. Заправочка, нападение. Дальнобойщик увидел в своем сэндвиче дохлого таракана и озверел. Он схватил за волос официантку и стал бить головой об стол. Молодняк сейчас разрулит. Там тем более все офицеры, кроме одного. Офицеры, это кто, ребят, не смотрел предыдущие серии, это вот эти лычки. Новый вызов. Причем есть 2-3 лычки. Домогательство. Девушка утверждает, что за соседним столиком сидит тот жуткий маньяк из телевизора и пялится на ее ноги. У него рабочая сумка на плече, и в ней проступают контуры дрели. Вы знаете... Вот почему-то вот на этот вот момент, скорее всего, фэк. Но я бы съездил, проверил. Это вот здесь вот что-то вот вызывает. Типа пялится на ноги, вот он ведет себя сейчас как маньяк. С другой стороны, может быть, просто чуваку понравилась тянка. Давайте посмотрим.
Нападение разрулили. Слушай, идеально, всех задерживают. Подозрительный индивидуум. Странный таксист привез меня домой, еще долго не уезжал, смотрел на мои окна. Боюсь, это маньяк придет ко мне ночью со своей дрелью. Ха. А вот здесь бы вот я прокатился бы. Тем более конец смены. Задание выполнено. Мужчина оказался рабочим завода, у него в сумке ничего нет, кроме сменной одежды и ланчбокс. Так. Кадры собираются у нас. Фэк, но я, знаете, я лучше доеду, посмотрю. Такое. Может быть, чувак просто остановился кофе попить, может быть, еще что-то, но персонал, ребят, позволяет. Я думаю, можно прокатиться. Задание выполнено. Да, это фейк. Ну что ж, смена прошла на ура. В принципе, все хорошо. Все замечательно. 73-й день. Школьный автобус въехал в кондитерскую лавку. Кажется, сегодня туалеты в участке не очень хорошо почистили. Перси, без тебя день — это не день. Я не могу уже без тебя, понимаешь? На тебе держится все. Ой, умничка, не заруинила экзамены. Плюс офицер. Армстронг Black Edition у нас зарабатывает уже 2 лычки. Сменить детектив? Да не буду я их менять, успокойся уже. Отдать подчиненным, да, 50%. Нет, ну это достойно. Да, кстати, я бы, знаете, что сделал? А ну-ка, давайте-ка, знаете что? Давайте-ка сделаем вот так. Какой эдишн? Расист. Расист. Оу. Так, Аль Капоне, подожди секундочку. Беремся. 3 расследования у нас, ребята, висят. Вы заметили, что мафия подпритихла? Заметили, что замолчала Поступил мафия? новый вызов. Подозрительно. Кражу торговый центр известную порноактрису Бетти Белли. Надо погуглить. Я только Адриану Чечек знаю. Поймали за воровством в магазине нижнего белья. Все воронные вещи она надела на себя и не собирается их снимать, не платить. Сейчас ей помогут. Так. А вы мне расскажите, что у нас по расследованию, господа? На каком у нас пожилом этапе идет расследование? Можно уже посмотреть? Чуть-чуть, да, еще. Чуть-чуть. Генерал Перси выезжает на вызов к порноактрисе. При поддержке своей... ситуация. Дама ведет себя вызывающе. Офицер, хотите снять все это с меня сами? Вы очень любезны. Задание выполнено. В участок. Он мечтает быть пилотом. Зачем на один раз договариваться о свидании, когда можно что? Правильно.
Чего, блядь? Джек, дружище, у нас в полицейской академии часть персонала схватил желудочный грипп. А на сегодня планируется огромный приток новобранцев. Нам катастрофически не хватает лук. Помогать старому другу. Пришли 5 своих толковых. 5? Блядь, немного ли? Ну, мне кажется, какой-то подгон должен быть за это. Позвонил священник, сообщил, что прямо на ступеньках собора какая-то женщина продает его прихожанам золотые билеты в рай. Низость и богохульство, но бывает. Ах, бывает. Поступил новый вызов. О! Садовник увидел, что молодая жена сталкивает в бассейн своего пожилого мужа. Это фейк будет. Шеф, это был просто сумасшедший денек. О, что? Полычки каждому дали. Вот это мы хорошо сейчас зарешали. Вот это жестко. Мошенничество. Давай выйдем, что? В принципе, у меня там ребята едут уже домой. Или не едут. Или едут. Задание выполнено. Давай в церковь, да, отправим. Слушай, поймали, отрабатывают. У них пара такая интересная. Уже 350 у персик 100. А в участке где-то сидит и грустит, ждет Перси одна порноактриса. Офицеры ждут дальнейших распоряжений. На ступеньках собора стоит женщина, к тебе тянется огромная очередь. Сказать женщина... Мошенничество, замечает полицию, бросает в толпу охапку золотых билетов и убегает. Люди стараются схватить больше билетов. Задание выполнено. Жестко проложил себе путь дубинкой и просто за этой погнался. Сейчас бы она убежала. Все, сюда. Видишь ты какая? Скидочку, да? Бан. Поступил новый вызов. Попытка угона. Пожилая женщина сообщила, что на парковке двое мужчин в деловых костюмах крутятся возле машины, пытаясь в нее попасть. У тебя башка дырявая, что же теперь делать? Окно разбивать. Ключи забыли в тачке 100%. Даже не буду туда дрыгаться. О, массовая драка. На концерте местной метал-группы Барон Кока-Тора! Из толпы выкрикнули что-то оскорбительное про барабанщика. Или аннигиляторная пушка! Бывают такие вещи. Так, автозак. Ну, давайте 4 пока отправим. Ну, все, что могу, извините. Говнари, красавчики, ворвались. Массовая драка, гей-клуб. Не-не-не-не-не. Вы там сами разбирайтесь. Поступил новый вызов. Как говорится... Подозрительный индивидуум. Шанг Мао выносил мусор из квартиры. Один из... Ха. Ну давай, если успеем, загляну на огонек. Попытка угона будет шляпой. Выполнено. Так, массовая драка. Все поехали в петушатню. Так, убийство расследуется. Наркотрафик расследуется. Так, вот это уже можно расследовать. Задание выполнено. Попытка угона, конечно же, фейк. Слушайте, а не сложить ли нам... Давайте следующую смену сейчас сложим. Я думаю, что уже можно расследовать. Задание выполнено. Ой.
Задание выполнено. А, здесь вообще ничего страшного. Как говорится, одним больше, одним меньше. Здесь... Там что-то какая-то перестрелка в гей-клубе. Но у нас, ребята, вы сами видите, у нас смена маленькая. Как бы... 8 из 10. Да. Я все, что мог, сделал. Не знаю. Ну смена маленькая за филенок. Ну, мало, немного народу. Понимаешь, и как бы... Ну, так получилось, так совпало, что, ну, туда, ну, не было людей поехать. Ну, факт. Рекордные заморозки, кстати. Я слишком... Да ёпта. Приходи завтра, чё. Крайний символ, приступ тревожности. Чё? Нет. Да ёпта! Что, все смены нажраться, что ли, решили? Слышь ты, Джеки Чан! Уволен. Тю, блядь. Ну, наконец-то ты сдал. Вот, хорошо. А то в тот раз все заруинили. Провально, ну, бывает. Ничего страшного. Так, меня интересует расследование. А ну-ка, детали. Значит так, что мы знаем про расследование? Сейчас детектив Шерлок Харт все сделает. Значит, некий Джон Кейлис. Я так понимаю, вальнули какую-то бабу. Кто-то забарабанил в дверь, и мать сказала мне спрятаться под кроватью. Даже так. Закрыть глаза, заткнуть уши и вести себя как можно тише. Я так и сделал, слышал только приглушенные крики. Когда вылез под кровати, нашел, понятно. Удар был нанесен тупым предметом в область темени, затылок. Убийца стоял позади жертвы. Наступило мгновенно. На теле нет других следов насилия. Один удар, короче, в жбан молотком. Соседка. Я услышала, как ругалась со своим непутевым братом. Он опять пришел клянчить у нее деньги прямо с порога. Потом она наорала на сына. Тот вечно торчит перед телевизором. Значит, под подозрением у нас и сын, и... и сын, и брат. Но кадр начинается с того, что кто-то звонит в двери. Возможно, сыночек-дурачок не работает, пришел по ТАУ с деньгами и что-то сделал. Потом мне звонил телефон, прошу прощения, что? 10-летний сын. Не станет, скорее всего, 10-летний это делать. Значит, подозрение больше, наверное, у меня к брату. Дверь в квартиру была открыта. Когда я вошел, мальчик сидел, тем более удар нанесен один раз в область темени. То есть, ну, это очень спорно. Когда я вошел, мальчик сидел перед телевизором, играл в какую-то игру на консоли и даже не повернулся в мою сторону. Думаю, он был просто в шоке. Вот это уже вопроса нет. Он не был в шоке. Возможно, это мальчик-кончалыга. Брат, да, я приходил к сестре и просил денег в долг. Я потерял работу и не могу найти новую. А счета накапливаются. Рассчитывал, что она поможет, поэтому немного вышел из себя, когда сестра отказала. Но я не трогал ее. Мы поссорились, наорали друг на друга, и я вернулся домой. Я думаю, что это мальчик. Показания офицера. Показания офицера слишком четкие. Но для мальчика слишком мало кадров. Значит, это брат. Значит, это брат. Итак, как могли развиваться события?
Я не увижу удара в затылок, понимаете? Вот это вот вопрос. Он мог пригрозить Добрату, но, понимаете, сложно. Вот, допустим, вот эта сцена, вот смотри, вот они ссорятся у нас, да, было? Может быть, он к ней подходит. Вот он к ней докопался. Так он мог войти. Поздня, да? Стоял позади жертвы, но здесь нет такого позади. Вы понимаете? Ребят, из всех кадров это вообще это удивительно. Неужели пацан? Ага. Неужели малой высадил? Мать сказала спрятаться. Удар был нанесен. Темень это сзади, это темечко. Вот оно. Позади жертвы мгновенно. Но как он так сделал? Может быть... Стоп. А не... Пацана рука. Стоп. Это нет. Здесь есть что-то лишнее. Сейчас, в башке крутится. Ему подходить, он мог подойти. По идее, брат уходит ни с чем. Но пацан тогда откуда забирает молоток? Ему брат передал молоток. Так, еще раз. Интересное расследование. Это где-то вот здесь. Ругалась со своим братом. Сцена ругани. Сто процентов две сцены с сыном железно. Что-то вот где-то крутится. Вот это нет, вот это может быть. Но это тоже нет. Может быть вообще вот так. Типа он выходит. Меня смущает, что пацан сказал. Мать сказала мне спрятаться под кровать, но ни одной сцены с кроватью нет. И почему-то нет, где открывается дверь. Вот здесь вот вроде она перед дверью стоит. Может быть, они с порога начали лаяться.
Блять, это не окно, это дверь. Отбой. Открывает дверь. Ругань. Прямо с порога. Смайль, спасибо. Вообще, вот сейчас вот это не вовремя. Спасибо, мужик. Потом посмотрим. Спасибо. Интересно. Но дверь вот она открывает. Звонок открыла. Он проходит. Дальше ругаются. Он к ней не подходит. Это тоже... Вот это нет. Непонятно. Но это будет крайне глупо, если... Вот так вот это будет. Это вот меня смущает. Две картинки. Видишь? Интересно. Здесь удар идет ей в лоб. Это бред. Значит, пацан бил. Значит, бил пацан. Ему передали предмет. Я не знаю. Пока нет у меня идей. Очень сложная серия. Ладно. Так, серийное убийство. Поехали. Под вопросом непонятно. Поступил новый вызов. Попробуем. Может быть, еще, конечно, этот, но под сомнением. Пациент пожаловался на стоматолога, который сверлил зубы с таким остервенением, что ему пришлось бежать из кресла. Он все время был в маске, но я узнал глаза дантиста. Да-да-да. Страха глаза велики. Я думаю, что нужно... Может быть, еще какие-то они найдут улики. Может быть, чего-то не хватает. Так, тут тоже новые кадры ищутся. Задание выполнено. Так, спасибо. Конечно же, это фейк.
Поступил новый вызов. Незаконное проникновение. Позвонила пожилая женщина и сообщила, что какие-то незнакомые люди ломятся к ней в дверь. Ну, можно вот так вот чисто на шару отправить. А вдруг? А вдруг? Так, спасибо. Блять, как же там в расследовании? Интересно. Поступил у нас нештатная ситуация. В дверь стучат соседи. Молодая пара, которые достали кошачьи крики и вечные вонь. Да, у нее там 50 котов. С квартиры выбегает несколько разозетых котов. Мужчина-сосед в ярости пытается затоптать их. Задание выполнено. Просто дубинкой в колено. Не! Кошечек нельзя топтать. Ни в чем не виновата. Сапка, да, ребят, через браузер просто зайдите. 2 Поступил секунды. новый вызов. Спасибо. Старушка покупала овощи и в выходе из магазина столкнулась с мужчиной, который, по ее словам, вылитый дантист. Вот на такой шаре мы можем его и поймать. Полицейские есть, Задание я выполнено. на всякий случай отправлю. Ничего страшного. Поступил новый вызов. Попытка угона. Прохожий увидел, как на парковке человек в капюшоне безуспешно пытается открыть дверь машине, громко ругается, нервно оглядывается по сторонам. А вот это вот уже... Это вот уже интересно. Это может быть какой-нибудь шизофреник. Это вот это уже такое, под вопросом. Задание выполнено. Конечно же, фейк. Поступил новый вызов. Не шутя. Вот гетто. Гетто это 100%. Там будет что-то прям жесткое. Ограбление фермы. Мои коровы пропали. Я выбежал в поле, кричал, что их нет. Потом осмотрелся в небо, увидел, как над соседским полем зависла тарелка НЛО. Офицеры ждут дальнейших распоряжений. Попытка угона. Мужчина все же попал в машину, разбил стекло в двери, ковыряется внутри. Достать шокер сразу, конечно. Человек в капюшоне собирается что-то достать из-за пазухи. Задание Сразу выполнено. выстрелить из шокера. Вообще без разговоров просто. 915 уже. Сейчас я дам. Достану сейчас там из-за Поступил пазухи. новый вызов. Так, секунду. Летний лагерь. Что-то я первый раз оттуда вызов вижу, да? Вообще, по-моему, такого не было. Вожатый детского лагеря сообщил, что 2 молодые девушки в жутких нарядах и в масках напугали детей, которые и так были на взводе. Начиная с страшной истории, ребятня бросилась рассыпной в лес, пропало около 2 десятков детей. Бабы до сих пор продолжают бегать за ними и пугать их. Офицеры ждут дальнейших распоряжений. Гетто. У входа в здание стоят 4 машины, за которыми следят 2 человека. Задание выполнено. Просто чуечка жесткая. По пожарной лесенке и всех накрыли. Просто всех, все это сборище. Сброд весь этот, понимаете, вот это быдло вот это вот. Фасуем, да, там? Сюда. Сюда. Задание выполнено. Опа. Добрый как... Попался! Сынок.
Вот этого ничего не было. А она его... Вот эта баба стоит, она его выпроводила сразу нахрен. А потом она подошла к сыну. А сынок 10-летний, дотер. Она говорит, сыночка, компьютер выключай. Он говорит, мама, я на меду фижу. Она говорит, камеру вырубай, блядь. И все. Вот и все отгадки. Надо не спешить. Джон Келлис, сын жертвы, реально засандалил мать, потому что она не решала ему играть в видеоигры столько сколько ему хотелось. Ну, фермер, конечно же, фейк. Значит так, сынок. Я думаю... Ой, сейчас, секунду. Сейчас спецназ приедет. Подожди, а сюда спецназ не нужен, да, был? Здесь чисто автозак. Слушайте, так подожди, мы успеем сейчас и туда, и туда. Вот, так, погоди. Короче, вот это вот так. Бля, без спецназа туда поехал, ёпта. А вот детей надо ехать искать. Вот сюда я зря без спецназа поехал. Забыл, ребят, если что. Забыл кликнуть. Сейчас раз дотер. Но вообще-то я вчера тоже 14 часов в доту играл, и ничего страшного. На стриме. Марафон по доте был. Да. До сих пор жопа болит. Угу. Все. Школьника повязали. Всех повысили. Задание выполнено. Да ладно. Убежала. Нифига себе, там такие... У меня офицеры по 800, по 900, по 500 поехали. 5-5-5 он у Янси. Жестко. Ну, бывает. Завершить день. 75-й. День сложный был. Дантист начал охоту на женщин средних лет. Средних лет, надо обратить внимание. У моей собаки день рождения. Сидим. Я слишком устал. Смена еще отрабатывается. Устают они. Подожди. Чё? Так, запросы. ЗП. Ну, наконец-то, Рой, ну, наконец-то. А кто там устал? Дед? Слушай, деда, а давай мы тебя... Давай я вас вот так вот отправлю. Ну а что, пусть отдохнут. Мэрия, Межведомственный комитет проводит аттестацию работников экстренной службы. Пришлите самых серьезных и надежных сотрудников. Да без Б. Я думаю, их вернут. Даже до конца смены, если не вернут, у меня тут нормальный набор. У меня генерал Перси здесь. Перси, ребята, занимает генеральскую должность. Серьезнее уже некуда. Это как министр пожилой обороны. Да нет, но мы отправим тех, а Перси у нас... Ребята, ну что вы... Перси должен, понимаете, главным быть в участке. Просто пост дал, пост принял. Поступил новый вызов. Чайнатаун, О, ну конечно, поступило анонимное сообщение о том, что в химчистке расфасовывают. Пасуем, да, сидим? Генерал Перси. Выдвигаемся. Пост сдал. Поехали. Перси легенда просто. Блин, я бы его на превью к этой серии, честно, поставил. Уже 360 и 3 звезды. Я бы вот Перси мером назначил. По-моему, гениально. У нас внештатная ситуация. Химчистка пуста, за прилавком древлет пожилая китаянка.
прошмыгнуть мимо нее. Китаянка просыпается. Видите, копка, смотри, ты выхватывается, вот прилавка дробовик. Задание выполнено. Шокером в лоб просто. Не! Поступил новый вызов. Сюда. Подозрительный индивидуум тебе сообщил, что в его службу пришел дантист. Это нехрен сидит в последнем ряду, поспешите. В церковь, да, пришел дантист. Поступил Маньяк-убийца. новый вызов. Гетто, нападение. Ну, понятно. Не, ну, адмирал Перси сейчас просто выезжает, в принципе, уже. Поступил новый вызов. Ух ты, блядь, массовая драка. Вы что там прихерели? Пожилая женщина, которая пришла на пляж искупаться вместе с внуками. Чорчхелла, пахлава, Никита, день трусики. Вышла из себя из-за двух девушек, загорающих топлес, блядь. С сисечками, да, значит, кверху. Сначала дама несколько раз делала замечания, но на них не обратили внимания. Затем женщина стала бить девушек тонкой веточкой, прикрикивая «бесстыдницы». За нудисток заступились мужики. Это вы что там устроили-то на пляже? Так, мужики, ну-ка пойдемте на Бубисы посмотрим. Автозак только не забываем. Автозак не забываем вызывать. Пусть хоть все порадуются. Я бы еще спецназ бы туда вызвал. Ну, чтоб вообще нормально было. Так, фул, ребят, в ТГ. Да. Фул в ТГ, Hard Inside. Задание выполнено. Конечно же, ложная тревога. У нас внештатная ситуация. Мужчина угрожает... Угу. Если тот не вернет все как было. Парикмахера. Давай-ка, наверное, давай так... Задание выполнено. Понимаешь, вот насколько вот, блядь, вот... Насколько гений Офицеры просто. ждут дальнейших Гений. распоряжений. Но диски, получившие пару синяков, отказываются уходить или одеться. Задание выполнено. Воздух. Дэнс. В автозак. Всем до свидания. А могли ведь на пляже отдыхать и на Бубисы смотреть. Не хотим спокойно на пляже отдыхать? Поедем в Петушань. Поехали. Там сейчас Перси всех отоварит. Так, ну что, тут приехали. Угроза физическому здоровью, строительно занимаешься под здание. Ну, ничего интересного, в принципе, он работяги пусть сходит. Незаконная предпринимательская деятельность. Подозрительный мужчина останавливает проезжающий автомобиль и предлагает купить самодельные драгоценности из дерева. Адмирал Перси уже выезжает. Адмирал Перси уже выехал. Задание выполнено. Сюда. Сюда. Поступил новый вызов. На мосту стоит нетрезвый мужчина, пытается поймать такси. В руках дрель. Все теперь на этого дантиста. Задание выполнено. Все, деятельность прервалась. Сюда. Деду такое надо. Поступил новый вызов. О, выдача себя за сотрудника полиции, это мы таких любим. Сотрудники кафе заметили дантиста, облаченного в полицейскую форму. Я понял. Блядь, жалко нет заложенный вызов, чтобы сразу их всех куканить вот за вот эти вещи. Так. Наркотрафик. Ну что ж, давайте попробуем эту банду накрыть.
Догадаемся мы или нет? Федерико. Я как Федерико Латетерца лично курирует каждую. Это глава. Глава всего нашего расследования. Сейчас мы ее, блядь, накроем. Курирует каждую доставку своего товара в порту. Она никуда не выходит без 2 телохранителей. Конечно же, один понятно откуда. 2 телохранителя. Большое грузовое судно прибывает из Колумбии раз в 2 недели. Оно доставляет много всякого добра, в том числе и то, что необходимо. Большое грузовое судно. Колумбия, черт его знает, колумбийский флаг. Это какой-то армянский. Тю, блядь. А я не знаю, ребят, какой колумбийский флаг. Надо в инете чекать. Наверное, вот этот вот. Наверное, вот этот. Чай. Индийский чай. Наверное, вот этот, да, потому что, ну, я его не видел, такой флаг. Поднимается на борт судна и передает капитану деньги в свертке. Свертке. Капитан. Это, если что, не последовательность, я просто смотрю. Разгрузка урны с наркотиками, заперта в большой грузовой контейнер желтого цвета. Его разгружают в первую очередь, условно упакованы в ящики, их отправляют грузовиком. Грузовик. Ящики. Желтый цвет контейнера. Один из телохранителей. Что-то где-то... Так, секунду. Это нет, это нет. Это нет, это нет. Что-то с последовательностью. Флаг тоже не то. Она, наверное, дает бабки, потом... Конечно же. Ну что, подруга, все? Доигралась? Сейчас 35 рубасиков, пожалуйста, будьте любезны. Так, ну-ка, матушка, сюда. Раз. И 2 заряженных мне, пожалуйста, полицейских. Задание выполнено. Сюда, 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 сюда. Задание Просто. выполнено. Конечно же, ложная тревога. Видел вообще как жестко. Жестко просто. Просто. Блять, не то место. А я знал, что слева. Я хотел налево, на самом деле. 76-й день. Очень интересно. Но на этом, мой друг, серия подходит к концу. За это значит то, что что? Стоит расстраиваться? Да нет. Просто стоит, ребят, зайти на канал Вазда. Почему? Потому что куча контента оседает там и не доходит до Ютуба. Так что заходите, давайте общаться, давайте знакомиться с новыми зрителями. Ну и расписание, как и говорил, в телеграм-канале Hard Insight. Буду вас ждать. Всем удачи, всем добра. С вами, как всегда, был я, Леха, и канал Hard Games. Пока-пока.